Андрей, вдовец, однажды, выходя из своего дома, наткнулся на беременную бродяжку. Она сидела на тротуаре, спрятав в руках, и просила помощи у проходящих мимо людей, но никто не обращал на нее внимания. Андрей почувствовал прилив сострадания и, несмотря на собственные заботы, подошел к ней. Он предложил свои услуги – купить еду, найти укрытие, а может быть, помочь с документами. Он не подозревал, что это одно доброе дело изменит его жизнь. Несколько дней спустя Андрей снова оказался на том же месте и практически с удивлением заметил эту бродяжку вновь. Сердце его сжалось, когда он узнал, что она остается на улице в ожидании помощи. Они разговорились, и он узнал о ее тяжелой жизни. Не в силах оставить ее в беде, Андрей сказал себе, что поможет, как только сможет. После недели забот об этой девушке он пришел на кладбище, чтобы навестить могилу своей жены, погибшей 20 лет назад. Его мир, отражавшийся в глазах и на камне с именем супруги, был прерван, когда он увидел знакомое лицо. Та самая бродяжка, которую он хотел спасти, стояла у могилы, казалось, погруженная в раздумья. Подойдя ближе, он услышал ее вопрос: «Вы тоже здесь по памяти?» Этот вопрос заставил его побледнеть. Тем временем Мира, лучшая подруга молодого человека, просыпалась в 9 утра. Игорь, ее сожитель, уже уехал на работу, оставив ей спокойствие домашней рутины. Мира тщательно готовилась к дню. Наносила тональный крем, чуть подправила укладку. Каждый утренний ритуал был освежающим освежением. Она старалась выглядеть так, как серые будни и постоянные переживания не оставляли шанса на настоящее счастье. После утренних процедур и чашки кофе Мира продолжала свой день с мыслью о том, чем ей заняться. В этот момент ей позвонила Вероника, ее лучшая подруга. Девушки обсудили планы на день, и Вероника предложила съездить в салон, чтобы немного отвлечься и сделать что-то для себя. Мира с удовольствием согласилась, надеясь, что это поможет раскрыть их внутреннюю красоту. Мира и Вероника, полные грандиозных мечтаний о жизни в столице, наконец-то собрались и переехали. Новый город манил их свежими возможностями, и они были готовы начать новую жизнь, полный надежд и ожиданий. Мира, хотя и не набрала нужные баллы для поступления в вуз, не хотела сдаваться. Она знала, что чем-то сможет себя обеспечить. Вероника, азартная и решительная, предложила искать богатых спонсоров, чтобы не тратить время на учебу и как следует устроиться в жизни. Способы заработка, о которых она говорила, иногда шокировали Миру, но Вероника лишь смеялась, подчеркивая: «Лучше жить на широкую ногу, чем в серых буднях». Девушки вскоре поселились в хостеле, где старались обжиться. По утрам они искали работу, но Мира отказывалась от предложений работать в сомнительных местах, поскольку искала легальный источник дохода. Вероника, устроившись в клуб, предложила Мире работать официанткой, и это стало началом их новой жизни. Работа в клубе привела к тому, что они сталкивались со множеством людей, у каждого из которых была своя история. В одной из вечеров Игорь, одному из постоянных клиентов клуба, заметил Миры и, похоже, был очарован ею. Улыбка и уверенность Мира привлекли его внимание, и вскоре он пригласил ее на свидание. Мира посомневалась, но после обсуждения с Вероникой согласилась. Не так давно Вероника рассказала о возвращении своего брата Андрея, первой влюбленности Миры. Она почувствовала одновременно радость и страх, ведь их отношения в подростковом возрасте оставили много воспоминаний. Готовясь к встрече, Мира забронировала маникюр и укладку, зная, что хочет произвести впечатление. Вечером, волнуясь, она отправилась к Веронике. Когда они встретились, вечер прошел легко. Мира была в хорошей компании, а Андрей чувствовал себя достаточно уверенно. Они много говорили, смеялись и вспоминали о прошедших временах. Этот случайный вечер пробудил воспоминания о том, как они были близки когда-то. Мира не могла отделаться от чувства вины, вспоминая о своем браке с Игорем и флиртуя с Андреем. Внутренний конфликт возникал в ней. Как она могла так легко переключаться между двумя людьми?
Андрей, с другой стороны, явно восхищался Мирой, а Вероника завидовала, ведь она была та самая, кто всегда поддерживала ее в трудные времена. Мира вспомнила о своих поездках с Игорем. Теплые Мальдивы, где солнечные дни сменялись каждодневными ссорами. Конфликт с Игорем вспоминался остро, особенно когда он начал требовать, чтобы она выглядела прилично, отметая ее собственные желания. Эти напряженные моменты в их отношениях начали повторяться. После вечеринки, когда Андрей и Мира оказались на кухне, они обсудили ее жизнь с Игорем. Мира с открытым сердцем призналась, что большинство вечеров проводит в одиночестве, причем иногда витая в воспоминаниях о своих мечтах и желаниях. Эмоции зашкаливают, и вскоре они ближе сближаются. Этот вечер становится ключевым моментом, когда они могут больше открыться друг перед другом. Мира целует Андрея, и он замечает синяки на ее лице, которые оставил Игорь после очередного конфликта. Игорь вступил в их жизнь внезапно и опасно. В то утро, когда он вернулся домой, его злость разразилась сценой насилия. Он ударил ее, оставив ее беззащитной и подавленной. Утром после этого Вероника передает Мира сообщение от Андрея, который предлагает помощь и поддержку. Собираясь с силами, Мира принимает решение. Она должна уйти от Игоря. Она обсуждает это с Андреем, и вскоре они подают на развод, получая согласие Игоря на расторжение брака, который был полон насилия и страха. Мира и Андрей начинают новую жизнь вместе. Они снимают маленькую уютную квартиру, и в их отношениях появляется пространство для очарования. Вскоре они решают расписаться, и Вероника, всегда поддерживающая подругу, радуется этому. Несмотря на смущение, Мира делает первый шаг к поиску работы, ощущая, что она делает правильный выбор. Однако жизнь, как оказалось, полна сюрпризов. Однажды в годовщину смерти Миры Андрей не может избавиться от тяжелых мыслей. Он чувствует, что виноват в ее уходе. В этот момент, не в силах выдержать потерю, Мира возвращается к Игорю. Андрей пытается ее найти, но попадает в больницу из-за сильного стресса. Когда Вероника умоляет Андрея уехать, он осознает, что Мира сделала свой выбор. Через 2 недели после сложных обострений других обстоятельств он покидает город с обостренным чувством утраты. Андрей получает звонок из морга. Его жена, Мира, погибла в результате ДТП. На месте происшествия находят только ее документы, и детали аварии остаются неясными. Он пытается связаться с Игорем, чтобы прояснить ситуацию, однако безуспешно. Намерение найти детектива также не приводит к результату. Андрей не может оставить все это без внимания и решает навестить свою сестру Веронику, которая лечится в клинике. Вероника пытается убедить своего брата, что выздоровела, но вскоре сбегает после 9 месяцев лечения. Андрей осознает, что ее лечение пошло насмарку, и решает, что не допустит подобных ошибок в дальнейшем. Между Андреем и Вероникой возникает конфликт. Она требует выезд, чтобы Андрей забрал ее из клиники, но он отказывается, понимая, что она должна справиться со своими проблемами. Они ссорятся, и Вероника, обвиняя брата в эгоизме, уходит, продолжая жизнь там, где ее не оставили. Андрей уходит, не желая продолжать разговор. Время пролетает быстро, и Андрей посещает могилу Миры. Он замечает свежие цветы, оставленные на ее могиле. Обещая вернуться, он уходит, но работа отвлекает его. В его подсознании начинают сниться сны о Мире, и Андрей решает выяснить правду о ее гибели. Он поручает Косте, начальнику охраны, узнать, что произошло с Мирой за последний год. Возвращаясь на кладбище, он встречает беременную девушку. Она плачет и говорит, что Мира может быть ее матерью. В момент эмоционального накала девушка теряет сознание, и Андрей немедленно отвозит ее в больницу. Врач в больнице сообщает, что состояние девушки критическое, но с ребенком все в порядке. Андрей шокирован, узнав, что девушка – его дочь Мария, родившаяся через 6 месяцев после ухода Миры.
Он понимает, что обязан обеспечить ее всем необходимым. Андрей обращается к Анне, своей знакомой, с просьбой помочь с покупкой одежды и средств гигиены для Марии. Они выбирают одежду, учитывая беременность Марии, и делают все возможное, чтобы обеспечить ее. Андрей возвращается в больницу, где врач сообщает, что Мария очнулась, и она начинает нервничать. Анна здесь, чтобы помочь успокоить ее. Но Андрей не знает, как ответить на вопросы девушки. Когда они встретились, Мария задает Андрею вопрос: «Почему вы меня привезли?» Андрей не знает, как ответить, так как сам еще не осознает, что перед ним его дочь. В этот момент телефонный звонок от Кости спасает ситуацию, и он еле сдерживает волнение. Когда Андрей возвращается к Косте, тот сообщает, что у него действительно есть дочь. Мира оставила Марию из-за угроз Игоря. Она прячется у женщины, работавшей в саду, и планировала вернуться, когда все наладится. Эти откровения вибрируют в воздухе, и Андрей начинает чувствовать, как воспоминания оживают. Костя рассказывает, что женщина, у которой осталась девочка, была уверена, что Миру убрали по приказу Игоря. Опека забрала девочку примерно в 5 лет, но больше года назад Мария пропала. Мгновенно всплывают воспоминания о том, как Андрей нашел свою дочь на кладбище. Андрей признается Марии, что был мужем Миры и, вероятно, ее отцом. Мария подтверждает это. Андрею сложно, он пытается понять, что делать дальше. Вопрос о Сергее, отце ее ребенка, ставит их в логическую цепь, когда она говорит о Сергее, которого арестовали за драку. Андрей предлагает Марии помощь. Она плачет, прижимаясь к нему, и в этом моменте находится куча эмоций. Анна, наблюдая, утирает слезы, понимая, насколько она важна для нее. Андрей приглашает Анну провести вечер вместе и обсуждают, как они могут помочь Марии. Они решают приготовить ужин дома, и когда он восхищается ее кулинарными способностями, возникает ощущение глубокой связи между ними. Андрей обнимает Анну и предлагает остаться на ночь. Она соглашается, но утром уходит, поскольку чувствует, что все будет по-другому. Эта неловкость оставляется в воздухе. Вернувшись в офис, Андрей обсуждает с секретаршей и адвокатом ситуацию с молодым человеком, который был арестован. Адвокат оценивает шансы на освобождение. Эта работа все еще поглощает его мысли о семье и связи. Андрей поручает Косте выяснить все подробности о Сергее, отце ребенка Марии и информацию об Игоре. С удивлением он узнает, что Игорь мертв, и хочет узнать больше, могущественно вспоминая свои древние страхи. Андрей навестил Веронику в клинике, предлагая ей покинуть больницу, чтобы познакомить с важным человеком – Марией. Вероника слегка недоверчиво соглашается, и это становится важным знаком для семьи. Андрей и Вероника приходят в больницу, где Мария готовится стать матерью. Быстро сближаясь, Мария и Вероника начинают работать над новым семейством, и Андрей внезапно чувствует себя бесполезным. Костя сообщает, что Сергей невиновен, и его дело пересматривают. Это становится еще одним знаком надежды для Андрея, и он решает, что Мария и ее ребенок будут жить с ним. Андрей удивляется, когда узнает, что Анна уволилась. Он решает навестить ее, и они проводят время вместе, вспоминая о своих новшествах. Мария рожает, и Андрей с нетерпением спешат в больницу. Доктор сообщает, что родилась девочка, и в этот момент Андрей становится дедушкой. Это запечатленная радость на лицах всех. Вероника активно готовится к выписке Марии и старается создать уют для новорожденного. От счастья Мария сияет от ожидания, держа свою дочку в руках. На встрече адвокат приводит Сергея, когда Мария и Сергей встречаются. В их объятиях находится радость и благодарность, которая возвратит в их жизнь все необходимые факторы. Собираясь вместе, семья отмечает рождение дочери. Андрей, чувствующий себя частью новой семьи, вдыхает спокойствие надежды, что они смогут простить себя за множество ошибок и находить путь к гармонии и счастью.